И вот такой у меня танк получился. В этом видео я ставлю крест на Z-моделизме, он больше никому не интересен. В этом видео я охреневаю от количества бестолкового пластика. Покажу вам, как легко можно рисовать много букв Z от руки. Разглядываю зачем-то флаг Азербайджана, сравниваю модели танков Т-72, благо их я собрала целую кучу. Также покажу, как сделать максимально пыльную грязную боевую машину с личным боевым именем Ворон. И пусть вас не пугают эти кадры, мой Т-72 не будет метать башню. В общем, у меня получился шикарный макет танка, и я вам расскажу, почему эпоха Z-моделизма закончилась. Когда открываешь коробку, первое ощущение – легкое недоумение. Вместо драматичного бокс-арта, который обычно обещает эпос, просто фотографии танка Т-72, словно вырванная из интернета и небрежно приклеенная. Тут нет ни игры света, ни намека на характер машины. Просто безалаберность, которая сразу говорит – здесь не ждут перфекциониста. А внутри ждет целая армия ледников, 600 деталей, рассыпанных по отдельным пакетикам, половина из которых, кажется, существует лишь для того, чтобы испытывать твое терпение. Тонкие, хрупкие элементы требуют ювелирной точности, а качество отливки откровенно слабое. Зато декаль – это настоящая радость. Она позволяет переодеть модель в цвета армий разных стран, включая те, что блистали на танковом биатлоне. Именно такая модификация стоит на страже в реальной жизни. Сборка превращается в недельный ритуал. Катки, подвеска, ходовая часть – все требует кропотливой подгонки. Каждая деталь норовит встать чуть криво, словно упрямый новобранец. В отличие от изящной, почти идеальной собранной модели Менк, которую я собирала 3 года назад, здесь приходится воевать с каждым миллиметром. Трумпетер проигрывает и в цене, и в удобстве. Гусеницы здесь статичные, а не гибкие подвижные ленты, как у китайских его коллег. Но вот модель стоит в сборе, наступает момент, когда пластик превращается в холст. Я грунтую акриловым грунтом от Мистер Хобби, и башню, и корпус, и не забываю про фототравленные детали, которые держатся на суперклее. Черной краской я наношу предварительные тени, чтобы ни один уголок не зиял белизной, а сквозь будущий цвет уже проступала глубина и объем. Затем я наношу базовый зеленый оттенок 4БО от Мачете. Добавляю серый, черный, белый и чуточку желтого, и получается живой солнечный оттенок, который идеально ложится на богатый рельеф корпуса. И все же, если вы решите собрать Т-72 в 35 масштабе, то не повторяйте моей ошибки. Обойдите трумпетер стороной, обратите внимание лучше на Менк. Там лучше ходовая часть, выше копийность и логичная компоновка. И именно она подарит вам удовольствие от процесса, а не борьбу с каждым ледником. При окраске современных российских танков аэрографом главное не пытаться сразу залить модель одним ровным зеленым цветом. На настоящей машине зеленый почти никогда не выглядит одинаково на всех плоскостях. Верх башни и корпуса сильнее выгорает, вертикальные плоскости темнее, ходовая быстро уходит в серо-коричневую пыль, а вокруг люков, решеток, сварных швов и оборудования скапливаются тени. Поэтому начинать лучше с темного грунта, черного, темно-серого или черно-коричневого. Он даст глубину в щелях и под навеской. Магнитная танкодержалка позволяет мне вращать модель как скульптуру и не касаться свежей краски. После грунта можно тонко пройтись светлым серо-зеленым или оливково-зеленым по центрам крупных панелей, верхним плоскостям башни, крышке МТО, верхам экранов и выступающим деталям. Это не должен быть плотный слой, скорее разметка будущего объема. Гусеницы-катки я собрала вместе, и это мудрое решение, ведь приклеивать их потом было бы настоящим мучением. Ну а потом приходит время настоящей истории. После 22 года Z-моделизм перестал быть просто хобби. То, что раньше вызывало бурю, теперь стало частью летописи, как война в Афганистане или же межэтнические конфликты прошлого. Модель больше не манифест. Передо мной не просто модель, это настоящая боевая машина, пропахшая порохом, грязью и временем. Она символизирует новую историческую эпоху, которая началась после 22 года и уже вошла в учебники. И, к сожалению, Z-моделизм в его прежнем виде изжил себя. Но в этом есть своя правда. Мы научились смотреть на символику спокойно, как на страницу истории. Z-моделизм, то есть увлечение современной российской техникой с символикой ZVO, теряет популярность не из-за одной причины, а из-за сочетания усталости, репутационных рисков и чисто модельных ограничений. Сначала тема была заметной – новые прототипы, свежие фото, необычные полевые доработки, самодельная защита, мешки, решетки, камуфляж, маркировки. Для моделиста это выглядело как богатый материал, но у такой темы быстро появляется потолок. Во-первых, символ Z сам по себе стал слишком политически и морально нагруженным. Для части людей это уже не просто опознавательный знак на броне, а знак конкретного конфликта и связанных с ним разрушений.
Поэтому модель с такой символикой на полке, конкурсе или в соцсетях воспринимается не как «я сделал интересный прототип», а как позиционное высказывание. Даже если автор хотел только воспроизвести технику по фото, зрители часто считывают иначе. В итоге многие моделисты уходят от прямой символики, чтобы не спорить и не объясняться. Я решила нанести белые Z-символы обычным маркером. Удобно, точно, без трафаретов и долгого ожидания декалей. Ранние машины 22 года пестрели этими буквами. Позже они обрели строгие стандарты, ромбы, унифицированные трафареты. На бортах красуется имя Ворон, черный, мудрый и неуловимый. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину и в первые дни после него, на российских колоннах стали замечать крупные белые буквы и знаки Z, V, O, иногда Z в рамке, Z в треугольнике, полосы и другие варианты. Первоначальный смысл точно не был публично подтвержден. Самое правдоподобное объяснение – это были опознавательные знаки для своих войск, чтобы различать группы, направления движения или снизить риск дружественного огня. В условиях, когда обе стороны использовали технику советского происхождения, крупная белая маркировка могла быть простой визуальной системой распознавания. Z, V и похожие знаки предположительно были маркерами разных российских группировок, но официально это тогда не подтверждалось. Потом знак быстро вышел за пределы чисто военной маркировки. Уже в начале марта 2022 года Z начали использовать в России как публичный символ поддержки войны. В соцсетях на автомобилях, одежде, баннерах, провластных акциях и государственных медиа. То есть знак прошел путь от метки на броне до политического символа буквально за пару недель. Интересно, что буква Z не является буквой кириллицы. В русском языке похожий звук передается буквой Z, поэтому ее использование выглядело странно и сразу породило версии. Что это Запад, за победу, за наших, за мир, за правду и так далее. Позже российское Минобороны и провоенные медиа начали обыгрывать Z именно в лозунгах. Например, как часть словосочетаний вроде «за победу» или «за правду». Почему именно Z выстрелила, а не В или О? Вероятно, из-за визуальной простоты. Она легко рисуется кистью или баллончиком, хорошо видна на броне, читается на фото, легко превращается в эмблему, хэштег, наклейку или принт. У нее резкая форма, она отличается от кириллицы и поэтому бросается в глаза. Символ оказался очень удобным для массового тиражирования. С масляными красками начинается настоящее волшебство. Смесь коричневого, серого, черного и белого стирает резкость белых букв и создает фильтр, смывку и везеринг одновременно. Масляные точки оживляют каждый квадратик динамической защиты. Они теперь смотрятся так, словно танк только что выехал из-под солнца. Прием масляных точек – это способ сделать однотонную окраску живее, добавить выцветание, пыльный налет, легкие потеки, разницу оттенков на панелях и общий полевой вид. На современной российской технике он особенно полезен, потому что большая зеленая поверхность без нюансов быстро выглядит плоской и игрушечной. Суть простая. На уже покрашенную и защищенную лаком модель ставят маленькие точки масляной краски разных оттенков, а потом растягивают их кистью разбавителя. Масло дает очень плавный переход, его можно долго двигать по поверхности, ослаблять, убирать или наслаивать. В отличие от акрила, оно не схватывается мгновенно, поэтому хорошо подходит для аккуратной работы по броне. Для современного российского танка лучше не брать слишком яркие цвета. Рабочий набор такой: белый или светло-серый для выцветания, охра, желто-зеленый или оливковый для оживления зеленой базы, темно-коричневый для грязных теней и потеков, серо-коричневый для дорожной пыли, иногда немного синего или серого для приглушения слишком теплого зеленого. Чистый белый использую осторожно, а сухая кисть подчеркивает объем. Почти сухой кистью с минимальным количеством краски ты цепляешь только выступающие детали: кромки, болты, сварные швы, ребра, фактуру литой брони, траки, решетки, ручки, выступы на динамической защите. За счет этого рельеф начинает читаться сильнее. Краску набирают на плоскую или круглую жесткую кисть, затем почти полностью вытирают о салфетку, бумагу или картон. На кисти должен остаться не мазок, а легкий след. А также пигменты коптят выхлоп и ствол, придавая машине усталый по-настоящему боевой вид. Земляные оттенки от разных фирм, от МИГ, Model Химпродукт и ЗИП загрязняют ходовую часть и днище, ведь после выхлопа танк обязательно пройдет по бездорожью. Пигменты в бронетехнике – это не просто посыпать модель пылью, а способ сделать нижнюю часть машины, траки, полки, крылья и горизонтальные поверхности похожими на металл и краску, которые реально ездили по земле.
Особенно на современной российской технике пигменты очень к месту. У Т-72 и похожих машин много экранов, траков, решеток, ниш и выступов, где пыль и грязь выглядят естественно. Начинать лучше после основной окраски, смывки, масляных точек и сколов. Пигменты обычно идут ближе к финалу, потому что они легко перекрывают предыдущую тонкую работу. Поверхность желательно иметь матовую или сатиновую. На глянце пигмент плохо цепляется и выглядит случайной мукой. Современный танк может быть грязным, пыльным, ободранным, но не обязан выглядеть как заброшенный трактор. И вот такой у меня танк получился, очень харизматичный, очень аутентичный. И я надеюсь, что его модель послужит действительно талисманом его экипажу. Давайте все вместе пожелаем ему удачи. И эта модель уже уехала в Белгородскую область, в настоящую танковую часть, так что пусть Ворон напомнит вам о том, что даже в пластике можно запечатлеть дыхание времени, и сделать это очень красиво.